Всем привет! И в данном видео я с вами хотел бы обсудить один очень интересный проект. Ну а стоит его покупать или нет, рассмотрим прямо сейчас. Ну а чтобы продолжить просмотр данного видео, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк за мои старания и погнали! Тут мы с вами можем видеть, что это децентрализованный дефляционный токен, который знакомит бразильцам с миром криптовалюты. Также они планируют и делают уже кошелек, вот этот вот RealPay. Это кошелек, грубо говоря, все в одном, в котором работает с цепочкой Binance Smart Chain, что упрощает как раз использование им. Ну и также у них дорожная карта, которая включает в себя инновационный рынок для NFT, сберегательный счет со стимулом благотворительности, управлением и многое другое. Значит, еще раз здесь написано, что это децентрализованный проект с открытым исходным кодом. Он создан для того, чтобы помочь бразильцам, ну, грубо говоря, как войти в мир криптовалюты. Он обеспечивает безопасную финансовую систему, которая проста в использовании, и помогает еще изменять мир за счет различных благотворительных пожертвований. Какие у них цели? Поощрять и расширять возможности бразильцев брать свои финансы в свои руки, также продемонстрировать потенциал альтернативных финансовых решений, поощрять пользователей связываться с благотворительными учреждениями, которые помогают, грубо говоря, заброшенным животным. Что у них здесь по характеристикам? Здесь у них автоматическая ликвидность, то есть 3% от каждой транзакции автоматически добавляется в пул ликвидности Pancake. Дефляционный механизм, то есть примерно 1% отправляется на мертвый кошелек без владельца и сжигается. За счет этого увеличивается нехватка этих токенов. Также пассивный доход, то есть все держатели получают доход благодаря системе токенов такого некого отражения, но про эту систему мы все знаем. Здесь мы будем получать с вами 2%, то есть за каждой сделки, которая происходит, здесь не 5%, будет 2%. Первоначальная ликвидность контракта была сожжена, то есть 50%, это мы с вами разберем и рассмотрим на презентации. Здесь хоть у них сделана, более-менее, грубо говоря, такая презентация. В целом здесь все то же самое, то, что мы с вами рассмотрели на сайте, только, грубо говоря, все больше расписано. Здесь нам интересна токеномика, то есть вот так вот выглядит этот контракт. Также его еще можно будет взять откуда, расскажу, и как купить, тоже расскажу в конце видео. Обязательно досмотрите, еще раз подпишитесь, кто не подписался. Всего монет вот столько вот здесь получается. Половину монет они сожгли и были отправлены вот в некий этот трансфер через BSK Scan, можно посмотреть, да. И вот в ликвидности еще, да, закинули. У них здесь еще roadmap есть, как везде они расписывают карту. В третьем квартале вот они, получается, хотят стартовать NFT-шку, находить больше партнеров, ну и в будущем запускать различные лаунчи, то есть вы сможете, грубо говоря, вот как если повыше посмотреть, или, наверное, даже пониже, вы можете стейкать все, грубо говоря, вот как Pancake, да, что-то вот такое вот. То есть примерно все то же самое, только для бразильцев. Там вы сможете стейкать, все закидывать в пул ликвидности, частично что-то покупать. Думаю, что, возможно, это тоже будет какой-то некий exchange, вот, и в четвертом квартале уже будет расширение команды и так далее. Это видео, я еще раз вам скажу сразу же, что перезаписываю уже второй раз. Чуть ли не совершил очень такую грубую ошибку, хорошо, что я это заметил. Этот проект немножечко в перспективности, который я считал, немного приупал. Почему? Потому что обычно есть такие моменты, то ли ребята, которые мне объясняли, как правильно следить, что-то не так сказали, надо будет перепроверить еще информацию, но, грубо говоря, они то ли считали неправильно, то ли сейчас я увидел, здесь такого нету. И, возможно, может, просто я перепутал. Обычно вот здесь who true flow, да, то есть мне поначалу показалось, что, грубо говоря, кто за ними следит из самых таких главных, вот, и я тогда увидел Binance Португалия, много еще, да, различных моментов, но, к сожалению, я вот вначале подумал, что все вот эти вот люди, да, крутые,
и тем самым еще Binance Португалия. Я как подумал, вроде Бразилия и Португалия немножечко разные, ну, будто бы на них подписаны, но, к сожалению, эти люди не подписаны. Вот, и как бы этот проект развивается, они все постят что-то, да, рассказывают про свою токеномику, но, вот, к сожалению, вот этот вот момент, хорошо, что я его заметил, то есть, если бы были бы на этот проект подписаны вот такие вот крупные и крутые люди, понятное дело, что этот проект бы ценился бы намного больше. Вот за счет этого, конечно же, вначале и видел я большую часть ценности. Проект вот так вот рос. Конечно, было бы хорошо где-то здесь закупаться, но в целом, вот получается, когда они появились, вот видите, они совсем новенькие, буквально недавно, да, появились 23 апреля, и я думаю, все-таки, ну, здесь можно постараться иксануть. Проект тоже один из таких интересных и перспективных. Также вот еще дальше обсудим, что у них происходит в Бразилии именно с криптовалютой. Вот, я вчера, так как этот проект рассматривал ночью, я его где-то вот прямо здесь вот четко успел купить. Дальше пошел рост, немножечко откат, и в целом мы как бы видим тренд восходящий. Но много, конечно, будет зависеть вообще в целом от биткоина и так далее. Но может кто-то начнет из биткоина переходить постепенно в альткоины и заходить в эти различные проекты. Что у них в целом происходит в Бразилии? В Бразилии второй в мире одобрила биткоин ETF. Ну, ETF это такой некий фонд на фондовом рынке. Вот, и как бы здесь мы немножечко видим, что к биткоину они более-менее лояльно относятся. Но, грубо говоря, почему не любят все страны биткоин, да, потому что это, ну, вообще в целом криптовалюту, потому что это такая некая децентрализованная платформа, и они, как бы, ну, грубо говоря, не смогут это все регулировать, поэтому, как бы, ну, по мне, например, всем странам, всему миру особо невыгодно, да, криптовалюта. Почему? Потому что ее тяжело регулировать на фоне мира, да, и фоне правительства. То есть правительство не может так просто брать и регулировать это все. Поэтому как бы там Байден старается что-то плохое, да, делать, чтобы было невыгодно. То есть там я слышал 40% налог ввести для тех, у кого много денег. И, по-моему, даже вот у кого кто криптовалюту держал и смог очень иксануть хорошо на битке. То есть, чтобы они заплатили 40% с чем-то там с копейками. Ну, то есть, представляете, вы заработали там, не знаю, $1 миллион и должны 40 миллионов отдать просто так в молоко. Ну и также еще вот в 2020 году была информация, правда, что вот Бразилия может запустить свою национальную криптовалюту уже к 2022 году. Ну, то есть, как бы мы в целом фон видим, что здесь как бы все ничего. Все эти проекты, еще раз повторяюсь, конечно же, опасные, и все, что я снимаю, не является инвестиционной рекомендацией. Конечно же, решать вам, покупать эти монеты или нет. Но в целом, если рассматривать, то это совсем какое-то другое направление, в отличие там, от SafeMoon и SafeMars. То есть это не тот проект, да, где лепит все одно и то же. Неизвестно, как он, конечно, закроется и что будет дальше, но будем надеяться, что точнее он не закроется, да. Но в целом проект интересный, и в целом в Бразилии вроде бы как нормально относятся к криптовалюте, да, в целом. И это очень хороший такой толчок. Вот еще, кстати, здесь мы не рассмотрели. Понятное дело, что он дружелюбный. То, что вот ваш доход легко можно будет проверять, ну, грубо говоря, вот это вот RealPay, да, который будет легко можно проверять свой баланс, делиться своими доходами с благотворительными организациями. Образовательный центр, можно, грубо говоря, получать доступ к сопутствующему контенту, ориентированному на обучение, помощь тем, кто хочет принимать участие как раз в криптовалюте. То есть, ну, по мне, это проект, который делает такой некий старт в Бразилии, связанный с криптовалютой. То есть, ну, не все страны еще, да, успели как-то, ну, цифровизовать это все, и в целом вот только сейчас, в 2021 году, прям пошел очень большой такой толчок криптовалюты, плюс еще Илон Маск, конечно, очень хорошо сделал большой памп. Вот, поэтому в целом вот такой вот проект, если подвести итоги, то, как мы с вами говорили, он знакомит людей из Бразилии с криптовалютой, у них будет своя платежка, что очень тоже важно, и как бы вроде бы они нацелены продвигать дальше все, чтобы было хорошо. Но, опять же, проект мне больше нравится, опять же, в планах перспектив, там, как SafeMars и Encat какие-то, которые непонятно чем занимаются. Но будьте, опять же, осторожны
и нужно вкидывать небольшую сумму, как я вам говорил, то есть там, ну, грубо говоря, 1,2%. То есть вот сегодня еще мы про это будем говорить на трансляции, которые буду уже проводить сегодня вечером, вот, но те, кто уже это видео посмотрит, трансляцию, думаю, что будет доступно, и вы там можете много чего для себя узнать. Ну и не забыл чуть самое важное, как купить этот токен, нажимаете здесь Buy, кому как, смотрите, если вы вообще не знаете, можете сюда нажать, и там вам более подробно, да, все расскажется. Для тех ребят, кто уже со мной покупает такие проекты, нажимаем сюда, переходим на наш с вами любимый-нелюбимый сайт PancakeSwap, и здесь совершаем сделочку. Ничего сложного нету, нажимаем Connect, коннектим MetaMask, Trust Wallet, Binance Smart Chain, кому чем удобнее, да, пользоваться, я Trust Wallet пользуюсь. Все, как бы здесь нажимаете Unlock Wallet, привязываете свой аккаунт и начинаете делать покупку. На всякий случай, если у вас там что-то не получится, например, там не будет отображаться, да, вам просто нужно сделать как? Залезть на CoinMarket, допустим, да, или в Base.scan, скопировать адрес и просто сюда вводите, да, в поиске, вставляете, вот у вас будет отображаться. Это мало ли, если чего-то не будет. Также обязательно ставьте проскальзывание 12% где-то, чтобы была покупка. Да, раздражает, приходится переплачивать, но что на этом поделаешь. И также еще, если будут вылезать различные ошибки, то просто выбираете Alt версию, да, и то же самое все проделываете. Пишите то, что вот хотите приобрести, вот добавляете, да, и за что будете покупать там BNB-шку, что как вам удобно. То есть, в принципе, здесь ничего сложного нету. Полноценное видео прям сниму, покажу с Trust Wallet совсем скоро. Всем спасибо за просмотр, пишите в комментариях, что думаете об этом проекте, стоит ли в него вкладываться или нет. Я, конечно, немножечко расстроился, что вот произошла такая путаница, потому что если бы на них реально были подписаны вот эти вот крутые топовые чуваки, то прям стартанула бы ракета, была бы в течение, ну, года-двух перспектив точно. Так, конечно, сейчас поменьше перспектив, но проект тоже хороший. Надеюсь, что эта информация для вас была полезной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, лайк за мои старания. И всем пока, до новых встреч.